Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. И сегодня, ребятки, у нас понедельник, и как-то сегодня на один день разрабы завезли вот такую вот акцию. Стань миллионером сегодня. Да. В общем, если вкратце, это лотерея. Лотерея, она заключается вот в чем. Одна покупка, один шанс на победу. Победа — это типа выиграть миллион. Награды придут на игровую почту после окончания ивента. То есть это однодневный ивент, который будет идти сегодня. Я так понимаю, все донатеры... Как я понимаю, что все донатеры. Возможно, это не так. Возможно, можно будет купить, к примеру, монетки в магазине. И оно тоже засчитается. Точнее, не монетки, а жетоны на персонажа, да? За монетки. И, возможно, оно тоже засчитается, потому что тут написано: одна покупка сегодня, один шанс на победу. Поэтому, ребятки, я, конечно, никого не призываю, но... Давайте хотя бы получим небольшие шансы в этом прекрасном лотерейном чуде, да, который, наверное, все-таки рассчитан под донатеров и не учитывает покупку жетонов персонажей, но давайте попробуем. Давайте нажмем Go to Store, нас отправляют в магазин. Есть, конечно, всякие предложения, вот эти вот эксклюзивные, индивидуальные, кстати, за 6 тысяч. Ну, я не буду, я буду ждать до выходных, купим себе, ну, вот такой вот сундучок, да. Не на 2 хватит, май, на 2 сундучка хватит. В общем, купим по одному этому. Надеюсь, возможно, это сработает и будет как считаться как покупка в магазине, потому что под условия оно подпадает, а вот, ну, вы все знаете, какие у нас там разрабы в Зубе, да? Ну и, в принципе, все. Вот такой вот маневр я сделал, возможно, это повлияет, возможно, я попаду в призеры, а может, не попаду. Не, ну будет эпично, если попадем, поэтому попробуйте это сделать. Как говорится, 250 монет или сколько там у вас будет, да, это не страшно потерять, а вот шансы хоть какие-то нулевые повысить на миллион монет, это будет прикольно. Сегодня поиграем за Фламинго Мило. Также и потому что почему? Потому что почему, да, вот так вот говорю. Ошибся с первобытным инстинктом, когда снимал видео. Да, почему-то, не знаю, мне захотелось сказать, что первобытный инстинкт у Мило, он дает ему отброс, но это неправда. Я ошибся. Первобытным инстинктом Мило дает ему усиление атаки на 30% и усиление скорости на 50%. Ну, скорости перемещения, я имею в виду. Когда это работает? Когда Фламинго Мило игнорирует атаку через свой активный навык. То есть, вас кидают гранату, граната под вами только хочет взорваться, вы нажимаете активный навык, она взрывается, вам не наносится урон. После этого вы снимаете активный навык, или он сам пропадает по стечению времени, да, и у вас дается бонус на 2 секунды, на 30% атаки и на 50% скорости. Для чего и вообще как это использовать? Для атаки, конечно, это надо использовать. Для атаки какой? Вообще есть вариант, но я так понимаю, это даже не будет работать. Типа кинуть гранату заранее, потом заэвейдить, будем это называть это так, активным навыком урон по себе. И усилить гранату, которая полетела уроном. Но это так, наверное, работать не будет. Скорее всего, будет работать новый выходящий урон, поэтому использовать лук. Использовать лук или копье для нанесения урона после того, как вы заэвейдили урон. Это вот для этого используется первобытный инстинкт. Сегодня будем это тестить. Конечно, у нас там сейчас будут сложные бои. Я буду играть в основном через гранаты, но все равно давайте попробуем затестить этот момент. Возможно, зарешает. В принципе, он достаточно неплох. Этот момент. За счет того, что, ну, персонаж тоже сам по себе очень сильный. Поэтому шансы на... Так, бежим отсюда, короче. Бежим. Просто бежим. Просто бежим. Не знаю, успею добить, не успею, наверное, нет. Но, в общем, я буду использовать этот навык для того, чтобы больше дамажить. И все его, в принципе, должны так использовать. Опять же, это очень сложно будет сделать, потому что нужно постоянно в голове держать этот момент. С тем, что... Ну, давай, ну... Вот, кстати, можно было сейчас затестить. Давайте на боте затестим. Давайте, сейчас он кинет гранатку. Да, ну... Так кинь ты гранатку, метка, пожалуйста, во. Тестим. Ну, что-то такое себе. Что-то такое себе, да? Какие-то то ли 2 секунды слишком быстро прошли, то ли оно не сработало. В общем, что-то непонятно. Ну, ладно. Но, по идее, оно буст очень жесткий дает. Ребятки писали, я помню, в комментариях, что, ну, нереально просто бустит по урону. Ну, и как бы 30%. Я вот на Доне такое делал, это нечто. Тоже выходил вот с воды, помню, в командных боях вот тут вот. Выходил с воды, закидывал на противника все, что было. И уходил назад в воду в инвиз. И потом, и у меня это все летело под 30% усилением урона. Это было нереально. Плюс ускорение там небольшое дается на 50%. Тоже на 2 секунды, правда, у Доны.
Но это вот было классно. Ну, тут я не успел вернуться. Надо как-то просто дольше поиграть на персонаже, и тогда свыкнуться с этим всем. Очередной хамелеон здесь, конечно же. Любители. Во! Осуждаю максимально. Кенгуру-то до сих пор 7 уровень живет. Будем дальше нападать на хамелеона. Кстати, Кенгуру молодец, так-то дожил. Старается здесь все дела. Но очень сложно на фламинго играть в этом плане, потому что как бы персонаж, ну, вы сами видите, пока сведется, пока прицелится, вот это вот все, оно очень сильно решает. Повезло, что тут у меня была защита. Плюс я еще не очень меткий, как вы заметили, да, немножко. Хотя, блин, как-то можно было метко попасть в Никса. Ну, ладно, можно было, да. Крабик, давай не сегодня, а, братан. Давай как-нибудь в другой раз подеремся. Блин, мне надо сейчас, короче, держать дистанцию. Потому что я сейчас могу проиграть. Нужно сейчас очень красиво все делать. А я сейчас, походу, откинусь. Хотя нет, видите, тут зона медленнее идет, все нормально. Мне сейчас надо ворваться и убить краба. Пока он не поубивал там всех остальных. Потому что он может. Так. Никс уже тут. Хотя, может, краб и не самый опасный. Блин, походу краба убили. Походу краба убили. Так, нужно врываться в Никса. Так, отлично. Нужно сейчас не дать Никсу пожить здесь. Постоять. Главное его додушить, чтобы он сейчас пошел драться с другими. Я отхилился здесь неплохо так, в принципе. Король Скипи сейчас может здесь меня убить, если я не успею залутать аптечку. Но я успеваю это сделать. Будем сейчас пытаться убить кролика. И слона Фрэнка тоже пытаемся убить. Ну, я старался, ребят. Ну, блин, 16-й слон Фрэнк. Впритык к тебе с тройными гранатами, с бомбой Молотова на маленькой дистанции. Ну, понимаете сами, да? В принципе, я сделал достаточно много на фламинго, достаточно хорошо, все красиво. Не заметил я особо разницы в первобытном инстинкте. Мне такое все равно ощущение, что он не работает. Не знаю почему, но такое ощущение вот присутствует. Ну, ладно. Ладно, отправляемся в следующий бой. Здесь сейчас будет меньше 16 уровней. Фу, ну как-то душно, да? Вот, как бы 16 уровни от 1100 рейтинга. А вчера, знаете, играл на змее 1300 рейтинга, 16-17 уровень. Такой, да. А кто играет на 2000, интересно? Вот как-то странно это все. 8 играет на 1200. 16-17 играет на 1300. А кто играет на 2000? Вот этот баланс по рейтингу мне бесит. Бесит в этой игре мне этот баланс. Очень сильно. Ну почему они не могут сделать что-нибудь хорошее? Когда-нибудь этот баланс... Ой, залочить как бы для уровня. И все, и будет красиво. Но нет. Акул сейчас пойдет, конечно же, пытаться убить бота. А мы будем пытаться убить акула. Акул, кстати, играет у нас с прекрасной... Блин, он вернулся. Кстати, гранатка его хорошо продамажил. Кстати, работает первобытный инстинкт. На тебе, обойдешься. Дерзкий тут акул был. Ой, хамелеош тут еще дерзкий тоже пытался. Ну, кстати, можно всякие косточки, наверное, брать. На фламинго. Даже в сложные бои, ну, блин. Хотя, укол адреналина полезная штука. Домой. Блин, я забыл, что... Я забыл, что у нас... Ой-ой-ой, как же больно. Надо сейчас Джейд отлакнуть, но не получится, да? Ну блин, ну блин. Эх, да, ребятки, вот такая вот игра. Вот так вот тяжко нынче в сложных боях. Ну, что поделать? Сам виноват. Хотя, тут, знаете, даже без разницы. Если бы я оставался в воде, это бы ничего не изменило. Джейд бы все равно смогла меня убить. Тяжело. Начало недели день такой очень посредственный. Ну ничего, как говорится, что, сдаваться что ли? Будем разваливать. Надеюсь, в этот раз никакой 15 Джей там сбиться с нами не будет. В такой ситуации она будет, к примеру, на дальней дистанции. Почему акул ко мне идет, как думаете, а?
Так. Смотрим лут. Опа, лут есть. Все. Успешный успех. Получается. Опять. Минус акул. Видали тройная гранатка-то, а? Тащит, получается. Получается, тащит. Это к тем ребятам, которые не используют тройные гранатки на Фламинго Мило. Ну, гений. Гений. Ну да, зачем же они? Зачем же они вообще нужны? Да зачем их использовать? Бесполезная штука. Бесполезная. Так, сначала золотаем аптечку, потом лук. Надеюсь, я успею лук залутать. Хотя сейчас какой-нибудь хамелеон как вовремя прибежит, или Никс, или еще что-нибудь, что любит вовремя прибегать, да? О, кстати, надо сейчас дать себя продамажить боту, чтобы... Все, теперь можно убивать. Так. Надо сейчас Брюсу тоже себе дать продамажить. Добить его, чтобы он не достался противнику другому. Кстати, вот этот Брюс, возможно, даже бот, хотя, мне кажется, что нет. Брюсик, давай, дамаж меня. Что ты бежишь? Дамаж, говорю. Вот же бегун, а. Ладно, в принципе, на краю зоны убили, не страшно. Покидаем просто сюда сейчас гранатки. Чтобы там никакой Никс или хамелеон не прибежали и не забрали. Хотя хамелеону без разницы, он все равно прибежит, заберет. Да. Но мы все равно покидаем гранатки, просто побахаем, вот так вот бахнем. А, через стенку, который что пытался бахнуть. Гений, гений. Кстати, на бобре давно не играл, надо будет как-то поиграть. В следующих видео по-любому это сделаем. Посмотреть, на что он способен, потому что вчера играл, блин, так душили бобры, так душили. Это просто нечто. Лёкок, 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 с двух сторон, вы шо? Спокойно, спокойно. Не быкуй. О, кстати. Во, активировался, смотрите. Активировался спустя 100 лет. О, и звук пошел, а? А чё в прошлом бою не мог активироваться? Что за игра? Точнее, прошлые два боя. Понимаете, первобытный стиль прошлые два боя не работал. Баланс, баланс. Ой, ну хоть сейчас сработало, то спасибо, да? И то спасибо. Кого-то я там бахнул, не знаю кого. Пингвин какой-то. Не достал, наверное, этим выстрелом. Следующим. Блин. Ну блин. На тебе, усиленный урон. Ну блин. Не успеваю сводиться по полной. Это, к сожалению, проблема, да? Ну да, так-то проблема. Хочется мне, знаете, косточку себе на фламинго поставить. Пытаюсь бахать по всем, но, блин, это тяжело очень. Никс здесь душит. Ну как душит? Он тут стоит просто. Ну, краб опять 16. Это не тот друг? Мне кажется, это тот друг. Так, похилимся. Залутаемся. Не получается у краба ничего мне сделать. Пока что не буду атаковать другого игрока. Крабика почти добил. Пытаюсь я что-то сейчас сделать с этим пандой. Заеводить какой-то урон от него. Убить. Ну, Никсу большое спасибо, что он меня не душил все это время. Если бы он меня душил, я бы, наверное, сейчас откинулся. Но в итоге победка. Фух. Повезло, что панда был немножко пассивный. Повезло очень сильно. Очень сильно повезло. Ну и плюс я молодец, что хотя бы не смог попасть в крабика. Ну вот так вот, ребятки. Вот такие вот бои. Наконец-то заработал первобытный инстинкт на Фламинго Мило. Спустя, не знаю сколько. 2 боя, да? Получается, 3-й вроде был. В итоге топ-1 залутали. Даже 2 топ-1 залутали. Как вы заметили, первобытный инстинкт реально все-таки дает преимущество. Он как-то дает, что ли, инвиз Фламинго Мило, я тут заметил. Ну, типа, такая анимация была похожая, да, на инвиз. Ну и плюс это то, что звуковое еще сопровождение идет, звуковое сопровождение, которое вам, как бы сказать, ну, показывает, что вы, типа, активировали первобытный инстинкт и все норм. Потому что прошлые 2 боя этого не было, к сожалению. Ну, обидно, но хотя бы под конец вы все затестили, все посмотрели. Реально урон усилился, причем значительно. То есть 1 на 1 это изи развал кабин под первобытным инстинктом.
в командных боях это тоже достаточно жесткая штука, потому что там летит тебя очень много, и ты можешь, в принципе, увернуться от одного и сразу же бахнуть. Потом снова увернуться от следующего и сразу же бахнуть, с лука, к примеру, да? И это будет очень сильно наносить урон противнику. Плюс есть такой момент в командных боях, да? Вы уворачиваетесь от одного урона, кидаете гранату, и она наносит всем противникам усиленный урон на 30%. Понимаете, насколько это жестко, да? А потом вы это все повторяете, и это очень большой буст даст, если, конечно, противники все попадут под вашу гранату. Ну вот такие вот логические выводы. На это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.